Друзья, Ugreen трансмиттер, Ugreen ресивер с Bluetooth 5 в одной коробке, еще и с батареей на 300 мАч. Короче, ребят, с SPD огромной возможностью этой маленькой коробочки на канале Технозон. Поехали. Я на Алиэкспрессе. Стоит эта штука $39.99, и это недорого. Знаете почему? Потому что она сочетает в себе очень много различного функционала. И сочетает в себе как минимум 2 или даже 3 коробочки, которые обычно продаются в Китае. В данном случае это Bluetooth 5 приемник и передатчик с поддержкой aptX HD, с aptX LL, с простым LPTX, с простым aptX. Короче, тут очень много различных плюшек. Давайте мы посмотрим, что они пишут. Так, то, что у нас есть оптический плюс 3,5 мм, покажу вам на распаковке. Да, здесь можно использовать SPDIF. Вот так вот он выглядит. Можно использовать SPDIF, хотя они показывают здесь более старую версию. Это обновленная версия. И вы знаете, обновленная версия намного интереснее. Она поддерживает aptX HD, как мы видим, да, то есть они специально это отметили. Плюс у нас есть, смотрите, у нас есть дополнительные кабеля в упаковке, кабелята, короче, будем их называть. И как это все выглядит, тоже увидите все на распаковке. Хотя здесь все тоже прекрасно видно, что у нас есть и SPDIF in, и SPDIF out, и AUX, и зарядка. Слушайте, это очень классно. Почему? Потому что, ну, например, у меня спрашивают, а вот как быть на ТВ-боксе TOX 1, если там нет выхода ни 3.5, ни SPDIF, и как подключить внешнюю акустику через Bluetooth, да, там, то есть, грубо говоря, подключается она по Bluetooth к TOX 1 и выводит на внешнюю акустику через SPDIF. Это как один из вариантов. Либо как подключить наушники. Вот, знаете, это была распространенная проблема. У людей был рассинхрон звука по Bluetooth. Да, такое бывало, подключают наушники напрямую к ТВ-боксу, есть рассинхрон. Так вот, здесь вообще эта проблема решается. Вы сюда воткнули 3.5, либо сюда воткнули SPDIF, и наушники приконнектили к этому Ugreen, при этом вы можете приконнектить хорошие наушники с aptX HD к этому Ugreen и слушать в хорошем качестве звук, смотреть телевидение, смотреть, допустим, ночью классные фильмы и наслаждаться этим самым Ugreen в паре с вашим ТВ-боксом. Действительно, голь на выдумку хитра, очень много различных вариантов использования этой штуки. Вывод со смартфона, вывод с планшета, вывод с компьютера, вывод с телевизора, вывод со всего на Bluetooth. Это раз. И с Bluetooth вывод на физическую акустику. Это два. Классная штука. Ребят, ссылочки в описании под видео. Сейчас мы ее распакуем, просто потестируем, что она работает. Особенности его подключения мы рассказывать не будем. Все очень элементарно и все расписано в достаточно подробной вот такой вот инструкции в книжке. Поэтому подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры вот таких вот полезных штуковин. Ну а, конечно, еще принимаем участие в розыгрышах. На момент съемки этого видео это Sony, мать его, PlayStation 5. И для этого, для того, чтобы участвовать, ничего практически не нужно. Нужно быть только подписчиком нашего канала. Но сейчас я говорю вам хавабанг, ребята. Это же Бульгун. Поехали. Опача, Ugreen, Bluetooth, трансмиттер и ресивер. Давайте мы вскрываем его. Конечно же, я уже вскрывал, я уже посмотрел. Единственное, знаете, еще не смотрел, комплектацию не смотрел. Так, инструкция у нас здесь есть. Есть куча аксессуаров. Так, все аксессуары мы достали. Давайте рассматривать, что у нас есть. Стоп. Куда же мы рассматриваем? Для начала мы посмотрим, что это у нас такое. Модель CM144. Bluetooth name, ну здесь написано, как он подписан как Bluetooth. Bluetooth версия 5, поддерживает AV-RCP, A2DP, ну входные мы посмотрим. У него есть батарейка на 300 мА. Что еще у нас интересного есть из такого? Ага, вот, смотрите, Hi-Fi качество, поддерживает SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD. Вот так вот. Ну, слушайте, норм. Смотрите, как выглядит эта штука сама по себе. То есть это обыкновенный такой маленький кубик с кнопкой Bluetooth сверху. Есть у нас SPDIF in, SPDIF out. Есть у нас AUX, есть вход для питания и есть переключение SPDIF и AUX, и RX и TX. Что такое RX и TX? RX это режим ресивера, TX это режим трансмиттера. Чуть-чуть позже покажу, в чем разница. Также в комплекте у нас есть аудиокабель оптический
цифровой. Есть у нас кабель AUX, то есть у нас есть переход 3.5 на вот такие вот тюльпаны. То есть это тоже вариант такой прикольненький. Есть у нас, что это у нас еще в комплекте есть? Есть у нас USB питание. Отлично. Есть у нас еще 3.5 на 3.5. Вообще огонь. Слушайте, вообще богатый комплект, да? То есть действительно очень круто. Смотрите, а что такое ресивер, что такое трансмиттер. Трансмиттер — это то, что в основном необходимо, если вывести нужно звук с телевизора, допустим, с компьютера, с ТВ-бокса на Bluetooth-колонку или Bluetooth-наушник. А ресивер — это если с телефона, либо с ТВ-бокса, либо с планшета через Bluetooth вывести на физический звук на колонки. То есть как это все дело выглядит. Например, мы берем ТВ-бокс. ТВ-бокс. Мы хотим к нему подключить Bluetooth наушники. Ну, например, у него Bluetooth наушников нет, но есть SPDIF. Мы берем SPDIF кабель, вставляем в наш ТВ-бокс, вставляем это все. На текущий момент он будет работать фактически как трансмиттер. Вставляем в SPDIF in. Вот так вот вставили. Ну, само собой, подключили питание, либо зарядили, соединили. Грубо говоря, спарили с вашими наушниками эту штуку и получили звук. Для чего здесь нужен aptX? aptX здесь нужен абсолютно не супер для супер HD звука, хотя HD звук он тоже дает, который позволяет пробросить aptX HD. Он дает еще отсутствие задержки этого самого звука, то есть через aptX задержек практически нет. Это как один из вариантов подключения, но можно также подключить не только через, допустим, оптический кабель. Давайте отключим оптику. Мы можем через 3.5, например, нет оптики, есть только 3.5, включили 3.5, включили его обратно в тот же самый наш вход AUX от Ugreen, выставили режим TX, он у нас в TX стоит, поставили на AUX, потому что там стояло на SPDIF, потому что мы включались в SPDIF, и опять же раздали на Bluetooth наушники. Но что еще можно в такой теме сделать? Например, у нас есть вот такая вот колонка, в ней, ну, к примеру, есть только 3.5. Мы включили в AUX, включили сюда тоже в AUX, включили у нас режим RX, это называется режим ресивера, и теперь, что у нас получится? Мы наш телефон коннектим к этому Ugreen, и он просто-напросто ресивит звук на внешнюю колонку. Так можно подключить все, что угодно. Можно подключить акустику достаточно нормальную через SPDIF, то есть мы можем через SPDIF out, допустим, через SPDIF out, потом включить это все дело в ваш ресивер, ну, правда, и получить стереозвук. То есть вот таким вот образом. Также можно подключить через 3.5 вот таким вот, смотрите, образом мы включили в режим ресивера и получили вот такие вот штыри. Слушайте, ну, в принципе, норм. Давайте мы, наверное, его сейчас будем подключать и будем разбираться по всем интерфейсам, которые он нам предлагает. Почему разбираться? Потому что здесь у нас есть четкая инструкция, правда, на английском языке, как спаривать наше устройство в режиме Bluetooth, как подключать к нему колонки, наушники. А также у нас есть вот расписание того, что означает каждое моргание светодиодов в каждом из режимов. Все, ребят, берем это все, очень богатая комплектация, и переходим, тестируем. Слушайте, ну мы подключились, вернее, включили наш ТВ-бокс. Эту штуку мы включили на зарядку. Что мы сейчас будем проверять? Первое, что мы должны проверить, это его в работу в режиме трансмиттера. Это когда к нему физически подключен кабель, какой-нибудь из кабелей, или кабелей, как правильно, мне там поправляли, кабель, короче, будет. Кабелята, да. Включаем режим TX, включаем сейчас AUX и будем пробовать. Мы подключаем AUX, то есть мы включили сюда и подключили в ТВ-бокс VV Out. Ну, короче, как-то так. Теперь наша задача спарить с этой штукой колонку, нашу Bluetooth колонку, чтобы у нас через нее шел звук. Так, включаем все это дело в парен мод. Так, Bluetooth девайс, который мы хотим законнектить к нему в режиме TX, должен быть менее 10 метров. Включаем девайс в режиме спаривания. И девайс должен подключиться автоматически и проморгать один раз каждые 10 секунд. Значит, он будет подключен.
Ну, давайте нажимаем дабл-клик. Тут есть вход в режим спаривания. Вообще поддержим его. Так, он сейчас включился. Сейчас посмотрим, как он будет у нас моргать. Все, он начал моргать. Он пошел в режим спаривания. Включаем колоночку в режим спаривания тоже. Так, включилась, моргает и подключилась. Все, ребят, мы можем запускать проигрывание на нашем Smart TV боксе и слушать, как это работает. О, слышите звук? Поняли, в колоночке появился звук. Отлично, отлично. Ну, конечно же, на ютубчике протестируем, дабы не было претензий правообладателей. Поехали. Звук есть, ребятки, звук есть, он работает. Громко. Воу. Очень громко. Отлично, слушайте. Ладно, это работает. Давайте попробуем теперь через SPDIF. У нас включен сейчас SPDIF наш Yugus AM6 Plus. Теперь выдираем отсюда 3.5 и включаем SPDIF. Где тут SPDIF in? Вот, включили SPDIF in. Переключаем здесь SPDIF на вот этой вот штучке. То есть мы обязательно должны выбирать, куда мы что выводим. И пробуем опять проиграть. По идее, колонка у нас в коннекте. Слушайте, пробуем. Ну, пробуем, что нам делать. И есть у нас вывод на Bluetooth. То есть, по сути, это решает нам вопрос вывода на Bluetooth, наушники, если у вас нет там Bluetooth, это раз. Либо у вас возникает с тем Bluetooth, который есть в вашем ТВ-боксе, какие-то проблемы с рассинхроном звука. Эта штука решит эту проблему. Но что нам еще нужно с вами проверить? То есть мы выдираем SPDIF, он нам не нужен. И мы включаем в эту штуку AUX и подключаем нашу колонку через AUX. А знаете для чего? Потому что я хочу через Bluetooth передавать на этот трансмиттер звук. То есть, по сути, если у вас нет никакого выхода, ну, например, у TOX 1 нет никакого выхода, я хочу на колонку передавать звук через Bluetooth трансмиттер. Давайте пойдем с вами в Bluetooth, включим его в режим RX, это режим трансмиттера. Выбираем Bluetooth, добавить устройство. Происходит поиск устройства, вот мы нашли Ugreen, нажимаем добавить Ugreen, определяется он как наушники. И он подключен. Все просто, пока что элементарно. У меня по сути есть коробочка, которую я могу реализовать и ресивер, и трансмиттер. Пробуем, давайте звучок, еще один, стартуем. И музыка есть. Музыка есть. Вы можете смотреть кино, то есть подрубить, грубо говоря, к своему ТВ-боксу, если у вас нет Bluetooth. Вернее, если у вас нет выхода 3.5, нет, давайте выключать. Если у вас нет выхода 3.5, нет другого никакого выхода, подключить тоже можно эту штуку. Ребят, все, выходим, резюмируем. Все, я ее отключаю. Смотрите, какая удобная штукенция. За достаточно небольшие деньги вы получаете универсальное устройство ресивер, трансмиттер в одном флаконе и сможете решить свои, допустим, звуковые проблемы или звуковые потребности для подключения Smart TV боксов и других устройств. Абсолютно без каких-либо ограничений с помощью этого Ugreen устройства. И мы его, конечно же, рекомендуем. Ссылки в описании под видео. Но если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.